Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Канал расположен, вернее, авторы канала живут в городе Измаил. Это Одесская область и юг Украины. И сегодня мы рассмотрим очень интересную тему агрогороскоп нарезки и укоренения черенков в сентябре 2021 года. И неспроста у меня вот эта карта, потому что у нас есть в соцсетях уже споры и вопросы от наших зрителей и участников группы. И некоторые доказывают, что в Деве очень хорошо в сентябре проводить черенкование, нарезку и укоренение черенков. Вот Деву мы любим, но вот, вы знаете, этот месяц как раз Дева пропускает. Почему? Да посмотрите, пожалуйста. 7-го Дева начинается 6-го в 2 часа ночи и 6 минут, и 7-го будет, и 8-го будет до 6 часов утра и 21 минуты. И попадает в новолуние. Получается, что Дева самые вот эти дни Гекаты, это черная луна, будет занимать и само рождение, новолуние в Деве 7 сентября, и здесь тоже Геката, черная луна. Поэтому в этот период, в эти дни никаких не проводим черенкований, ни нарезки, ни укоренения. Вот сами можете попробовать хотя бы несколько вариантов, но вы увидите, что именно в этот период, когда отсутствует вообще энергия с космоса, и эта черная луна, она не дает жизни вот этим череночкам, будущим саженцам. Я уже проверяла, и, к сожалению, это все вот так происходит. Поэтому мы уже изучили этот вопрос, и сейчас я вам расскажу о тех лучших днях, когда можно заниматься именно нарезкой черенков и укоренять череночки. Итак, рассмотрим этот агрогороскоп на сентябрь месяц 2021 года. Время московское. Очень легко определить по этому времени, когда в вашем регионе вот этот период наступает с помощью Гугла. Все четко и хорошо получается. Итак, первый такой период, замечательный период, уже растущая луна. Смотрите, Козерог. 14 сентября начинается с 15 часов, не спешите, и до конца суток. 15 сентября все 24 часа. А вот 16 сентября, прошу обратить внимание, с 0 часов и только до 8 часов утра. Снова возникнет вот этот вопрос, почему до вечера у нас Луна находится в знаке Козерог, до 18:23, а вы вот даете до утра, до 8 часов. И некоторые не могут понять, что это такое ЛБК. Это Луна без курса. Луна без курса – это лучше ничего не начинать нового, никакие дела не закладывать, новые проекты, а вот это у нас как раз нарезка черенков и новые саженцы, вот это и есть новая жизнь. Новая жизнь не может начаться во время спячки Луны, так по-народному называют Луну без курса. Поэтому вот она начинает засыпать с 8 часов 42 минут и до 18 часов 23 минут будет до момента перехода Луны в следующий знак. Поэтому вот этот период, пожалуйста, не делайте, не теряйте те дорогостоящие череночки, которые у вас есть. Итак, 16 сентября с 0 часов и до 8 часов утра можно. Рано утром можно зачеренковать, нарезать и укоренить. С периодом в Козероге на растущей Луне разобрались. Следующий период очень хороший. Он у нас будет, это Телец, убывающая Луна, и начнется сразу же после сожженного пути полнолуния. Снова же 21 сентября будет в 2 часа 56 минут точка полнолуния. И затем будет сожженный путь полнолуния и выход из этого сожженного пути, и замечательный период начинается именно 23 сентября. С 16 часов можно начинать нарезать череночки и укоренять эти череночки. 24 сентября
Все 24 часа можно заниматься этим важным делом размножения любимых цветов. Будьте внимательны, это если цветы комнатные, то это легко пройдет, а так как сентябрь у нас ожидается со сложными погодными условиями, лучше это делайте в горшочках. Если вы, допустим, розы, инжир, еще что-то собираетесь укоренить, делайте это не в открытом грунте и не оставляйте. Этот год, эта зима может погубить череночки такие ценные, драгоценные. Поэтому, пожалуйста, учтите эту подсказку. 25 сентября еще можно нарезать череночки и укоренять до 15 часов. Снова возникает вот это, вопрос возникает, почему до такого периода? Да, потому что, смотрите, у нас Луна без курса снова с 16 часов 11 минут, и аж 26-го в 3 часа 38 перейдет следующий знак в Близнецы. Вот этот длинный период она будет просто-напросто спать. Луна без курса, то есть никаких хороших дел при начале какого-то дела, при посадке, ну не получается. Сколько я уже это не делала, растения слабые или больные, болеют и потом просто-напросто погибают. Поэтому 25 сентября с 0 часов и до 15 часов будет достаточно времени, чтобы нарезать череночки и укоренить череночки. Любые. А значит, размножить и дать жизнь новым будущим саженцам, а затем здоровым, крепким растениям. Видите, у нас как раз очень хорошие два периода, и Козерог, и Телец. Очень хороший период для того, чтобы укоренять череночки и получать хорошие здоровые растения. Сегодня мы подготовили для вас по вашим просьбам агрогороскоп нарезки укоренения черенков в сентябре 2021 года. Авторы канала Раиса Греченко и Александр Волик желают вам удачного размножения любимых растений. А тем, кто в комнате работает круглый год и размножает цветы, вам тоже желаем удачного размножения красивых растений, красивых цветов. И пусть ваши цветы и растения будут здоровы, радуют вас своим здоровым видом и прекрасными цветами. Ну, а мы прощаемся с вами до следующего видео. До новой встречи на нашем канале.